Всем привет, мои хорошие, мои подписчики моего канала Лорочка Счет. Прошу прощения, потому что я посмотрела. На сегодняшнем уроке я вам покажу, как вот с такой вот, можно сказать, маечки, кофточки. Это так под теплую, под одежду одевается. И я хочу с этого образца сделать такое платьечко. Просто платьечко, которое можно будет просто одеть. Домашнее такое, тепленькое. Так, и не будет и не холодно, и не жарко. Очень удобно будет. Ну, что я делаю? Я, естественно, выкладываю все так, чтобы было параллельно долевой. Сейчас я проверю, где у нас будет долевая нить. Так, чтобы у нас было все правильно. Потому что если не будет долевой нити, то у вас не будет качественное изделие. Если вы уже сталкивались с этим, то вы поймете, что лучше всего находить долевую нить обязательно. Обязательно, потому что без долевой нити у нас изделие будет, я уже несколько раз повторяюсь, но так, середину мы нашли. Что я делаю? Сейчас я серединку нахожу естественно, так регулирую эту маечку, так, чтобы она у нас была вот здесь вот, все было точно, не переходило. И вот так вот наше изделие. Я также хочу сделать швы открытые в разутюжку на лицо. Очень удобно, очень красиво. Кстати, вот видите, я уже пошла по всем моделям. Вот швы в разутюжку и на лицо, не прострачивая, но очень классно смотрится. Здесь так, а здесь очень классно. Так что можете попробовать, будет супер. Так, что дальше я делаю? Я обвожу так же само, как все остальные. И чуть-чуть я здесь хочу по пройме сделать немножко спуск. Мне позволяет ткань. Я маленький спуск такой сделаю для... Ну, будет немножко другая модель. И что я делаю? Я также само вот обвожу, чтобы было симметрично. Ну, в принципе, эту сторону даже не стоит обводить, потому что я буду по этой стороне ориентироваться, чтобы сделать симметрию и не было перекосов. Для этого, если так просто вот вывернуть и вот так вот вырезать, это не будет правильно. Ткань есть ткань. Во-первых, это такое изделие уже ношеное, может быть перекосы, перегибы. В общем, вот это вот нужно обязательно делать, как я вам показываю, потому что для вашей же страховочки. Так до середины до середины, так, чтобы вы видели, вот я до середины делаю надрезы. И вот здесь вот у меня будет такой спущенная немножко будет пройма. И вот так вот
я иду и срезаю кромочку, чтобы кромочка мне не мешала. Оно будет ровненько. Если даже не будет что-то там ровно, можно будет как-то по-другому сделать. Что я делаю? Я опять же, сейчас я линеечку длинную возьму, чтобы нам было. Ложу линеечку длинную, чтобы нам не угадывать, не гадать. Вот так вот перевернули. И вот в таком вот варианте мы делаем. Вот, все, это у нас будет спиночка, потому что спиночка будет длиннее. Уже у меня вырисовался, вы же видите, что я фасон не рисую. А вот осталось у меня кусок ткани, и я с этой ткани хочу сделать то, что... И оно получается, что будет интересная модель. Сзади будет длиннее, такое как бы рубашечка такая. Ну, можно будет дома ходить, очень тепло, уютно будет, если прохладненько так. И вот так вот я сразу же на ходу смотрю по ткани. Здесь у меня как ложится ткань, сколько ткани остается. И я сразу определяю, что мне нужно сделать. Все, я смотрю, что у меня спиночка будет у меня длинная. Так, я не буду это сдвигать. Я вот так вот беру, обратно ложу, выкладываю то, что у меня эту ткань. Здесь у меня, я даже вот так вот сделаю. Вот видите, как у меня пошло. Я так и сделаю. Вот лишняя ткань сюда, и я сделаю как клин такой. Я быстро это все придумываю. Так, этот клин вот так вот. И что я делаю? Мне нужно немножко опустить, потому что здесь, видите, как оно чуть-чуть не хватает. Кусочек этого не хватает. Я не буду портить. Вот так вот. И вот так вот совмещу вот здесь, вот там, где мне не хватало. И у меня будет вот такая вот, как бы, ну, интересная такая вещь. Вот, все. Я вырезаю. Все практически я одинаково вырезаю, потому что я горловину, она у меня будет лодочкой, так? Здесь у меня нужно будет вот здесь вот чуть-чуть сделать углубление, но это я потом сделаю, вырежу. А я, главное, вот здесь вот повырезаю, чтобы у меня было все интересно. И все будет одинаково. И мой кусочек сохранится. Тут чуть-чуть у меня немножко не сходится здесь. Вот. Упс, съехала. Видите, как съехала. И вот это вот я срезаю. Все надо очень аккуратно, чтобы ничего не съезжало, не перекашивалось. Это очень важно. Вот. Так, все поправляем. Опять же восстанавливаем то, что сдвинулось. Обязательно. И оно будет и тепленькое, и длинненькое. Оно, можно сказать, как и ночнушка будет. Ну, все зависит от вашей фантазии.
как оно будет. И как вы будете носить, и где его можете носить. Это можно и в спорте применить, и, ну, в общем, тут можно и сделать и какой-то трафаретик, будет такое платьечко белое. В общем, не только ночнушка будет, но и такой спортивный стиль будет. Очень, очень будет круто. Если сделать такое платьечко и здесь немножко добавить что-то такое, или трафарет какой-то, или вышивку. Ну, в общем, нужно подумать еще над оформлением. И все, я вот здесь вот вырезала. Теперь мне нужно горловинку вырезать. Значит, я что делаю? Я ее немножко... Это у нас будет вперед, это спиночка. И я немножко ее углубляю обязательно. Я не хочу, чтобы оно здесь прилегало. Я хочу, чтобы углубить. Все, до серединки я дорезала. И теперь я поворачиваю. И у нас горловинка будет вырезанная. Все, горловинка вырезанная. Я также буду обрабатывать тесьмой. Может, я даже и тесьмой что-то здесь и выстрочу. В общем, я еще подумаю, как оно будет у меня ложиться. Что я дальше делаю? Вот смотрите, я переворачиваю, да. Уже мы покроили, практически мы покроили. Но, как у нас здесь получается? Низ у нас впереди он будет закругленный. Видите как? Вот так вот. Впереди вот так вот оно будет. Впереди вот так вот внизу. Очень классно. Главное нам вырезать правильно, одинаково, симметрично. Чтобы эта дуга была вот так вот, она дугой идет. И очень, видите, как в потоке это все хорошо получается. Все. Оно практически здесь одинаково. Я подправляю, где здесь неровности. И будет такое спортивное платьечко. Такой спортивный стиль. В общем, можно придумать все, что угодно. Под лосинчики, под брючки. Просто будет великолепно. Так, это у нас передняя часть, видите? Передняя часть. Все, мы уже выкроили. Вот у нас передняя часть. Швы здесь будут на лицо. Вот так вот оно. Вот я положила просто так сверху. И что еще нам нужно выровнять? Низ. Все, видите, в потоке идет. Как получается по ткани, я ничего не выдумываю. Там не, как вам сказать, четкости в крое у меня точно нет. Но в итоге оно получается просто замечательный результат. Просто замечательный. Вот здесь вот подравниваю. Как я делаю? Я вижу вот по ткани вот эта вот дуга идет. Я ее пускаю дугою. Это получается как по полочке. И очень здорово. И будет фасон очень такой интересный. Просто сейчас я выровняю. Сейчас я подумаю, как сделать мне низ. Я просмотрю, как. Минуточку. Я просмотрю, как слетела. Как мне здесь вот эту вот часть вырезать. Или по прямой, или сделать вот такое вот что-то интересное. Сейчас я приложу полочку. Видите, как она дугой вниз? Видите, как красиво? Оно будет впереди вот так вот дугой. Вот, уже вымазала. Ну ладно, простерну.
Вот, и так впереди будет дугой. Сейчас я сложу вот часть эту боковую и просмотрю, как у меня будет здесь, как оно выходит, с какой стороны у меня будет. Вот видите, как оно? У меня получается здесь намного длиннее. То есть, что я должна сделать? Что-то такое интересное придумать. Но я думаю, что я по потоку, вот так как оно у меня вот так вот шоу я складываю, да, вот соединила шоу. И вот эта вот часть, она у меня вот так вот, я ее выложу, выкраиваю. Видите, вот эта вот часть у меня идет бок, да, вот. И по передней части, вот эта вот часть бока, вот часть бока у меня ниже, где? Да, где-то так, ниже колена. И будет платьечко такое длинненькое. Вот, пожалуйста, будет спортивное платьечко. Если здесь сделать еще впереди такой черный какой-то принт, то вообще будет супер. Вот видите, как я хочу сделать. Вот это вот впереди будет немножко такая дуга, а тут вниз вот так вот будет. Вот я уже на ходу соображаю по ткани, как у меня здесь выходит. И вот так вот я срезаю. Я могу здесь сделать и разрезики, чтобы оно так смотрелось, как бы спортивный такой вид. В общем, можно регулировать как хочешь. Принт можно сделать. Ну, здесь фантазии будет очень-очень много. Если мы здесь сделаем принт такой красивый какой-то, то будет просто замечательно. Черный. Белое с черным будет просто супер. Если бы у меня еще был кусок черного, я бы что-то сделала еще. Все, у нас это все готово. У меня только остались маленькие кусочки. Это очень хорошо. И полочка, и спинка у нас готовы. Такой вот спущенный будет. Спущенная проймочка будет. И ничего здесь такого сложного выдумывать. Вот в таком вот положении у нас будет вот так вот выкроена у нас полочка и спинка. Видите, как оно будет? Вот эта вот часть у нас перетянулась. Вот. Вот так вот оно будет. Здесь небольшая проймочка. Вот так вот. Вам видно? Я вам больше покажу, как она будет. Вот. И все. Вот, видите как? Впереди будет дугой, а внизу опущено будет удлиненное. И будет супер. По бокам я сделаю разрезики. Вот такой вот шов, разутюжку здесь будет. Просто супер. Это придает этому изделию необычный такой стиль. И если мы, я еще раз повторяю, если мы что-то здесь, какой-то принт сделаем, просто будет супер. Супер-супер. Вот так вот, мои хорошие. Я вам показала, как из своей кофточки спортивной, такой под одежду, маечки тепленькой, я покроила платьечко, спортивное платьечко. Так можно сказать, спортивное платьечко весной очень-очень будет удобно и комфортно в нем ходить. Так что, мои хорошие, вот еще одна идея
моей модельки, которую я сообразила с остатка, который у меня был. Я все кусочки, каждый кусочек применила, каждой линии, все линии применила в платье. И вот вам просто на лицо вырисовалась моделька. Не задумывая, я все вот это вот по потоку краила, как оно получалось. Оставались у меня там кусочки чтобы сделать пройму, я сделала, чтобы не срезать вот это вот все. Вот видите, как оно здесь у меня вот срезано, да, а вот это вот будет как спущенное, и здесь ничего страшного, потому что это надо было вырезать. Зачем вырезать эту проймочку, если можно сделать вот такую вот спущенную проймочку и не обрезая ни кусочка с этой ткани. Все, мои хорошие, можете доставать свои кусочки, которые там есть, и по ходу дела, по потоку все решать, весь свой крой. Потому что это очень важно, каждый кусочек сохранить в вашем фасончике и в вашей ткани, и будет оригинальный фасон. Если вы что-то такое вот увидите, какую-то линию, не срезайте. Я бы могла это все срезать прямо, да, но этот кусочек у меня был овальным. Вот такая линия была вырисована. И что я делаю? Я придумываю этот фасончик на платье. Вот и у нас будет такое спортивное платьечко на весну. Очень, очень классно. Все, мои хорошие. Я желаю вам творческих вдохновений, терпения, желания, мои хорошие. И самого наилучшего настроения, солнышко в душе, мира. И самого-самого наилучшего, что вы себе пожелаете, мои хорошие. Это очень-очень полезные такие мои вам уроки от чистого сердца. Смотрите мои видео, подписывайтесь, чтобы вы могли предыдущие видеть видео и также видеть видео, которые я буду снимать в дальнейшем. Все, мои хорошие, всех благ, всего самого-самого наилучшего вам. Всем пока-пока.